Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А с чего начинается любой творческий проект? С выкройки. Возьмем лист бумаги формата А4, а теперь нарисуем контур головы и хвоста. Понятное дело, что все будет довольно условно. Мы не зоологи, мы художники. При раскрое деталей туловища с нижнего края добавим примерно 7 сантиметров. И еще нам понадобятся небольшие лоскутки размером примерно 5 на 11 сантиметров. Каждый лоскуток складываем пополам и прошиваем, закругляя углы. Затем отрежем лишнюю ткань и сделаем надсечки. Полученные детали вывернем. Каждое перышко надо отстрочить по краю. А затем на каждой детали формируем складочку, защип. Сразу фиксируем его на швейной машинке. Еще приготовим детали гребешка, бородки и клюва. И получилась у нас горстка перьев. Сразу анекдот вспомнила. Это как цыпленок сходил на медкомиссию. Вышел от врача и ругается. Сказали 3 пера. Какие еще 3 пера? И так один пух остался. А тем временем перейдем к изготовлению туловища. На боковые стенки будем нашивать много элементов. Поэтому надо их укрепить, простегать с хлопковым ватином. Прошитые детали проутюжим и подровняем. Затем отметим место для крыльев. Можно закрепить первый ряд. Рекомендую сразу же делать отметки и на другой детали. Помните, что они должны быть зеркальными. Перья будем пришивать следующим образом. Сначала пришьем первый ряд. Закроем открытые срезы кусочком косой бейки. Края бейки подвернем. Затем пришьем второй ряд перьев. Количество и плотность крыльев определяйте сами. У меня на каждом крыле получилось по 23 перышка. Думаю, что вы все помните русскую народную сказку «Курочка Ряба». А вы задумывались, о чем она? Жили-были дед и баба. И была у них курочка Ряба. Дед – мужское божество, баба – женское. Курочка Ряба – святой дух. Курочка снесла золотое яичко. Дед хотел разбить яичко, дать жизнь новому миру. Но ни у него, ни у бабы этого не получилось. Но случайность легко разрушила золотой мир. Золото – это деньги, это излишество и порок. Вот вроде бы простая сказка, а сколько смыслов она таит.
Вернемся к нашей работе. Когда мы пришили последний ряд перьев, закроем его полоской ткани, а края подвернем. Когда готовы обе части, приступаем к сборке. Для начала иголкой с ниткой пришьем детали гребешка, клюва, бородки. Внутрь добавим немного наполнителя. Направляем детали вниз. Следите за тем, чтобы при пришивании они не попали в шов. При необходимости надо немного присборить. Затем пришьем перья хвоста. Сложим обе боковые детали вместе, лицом к лицу, и прошьем по периметру. Сделаем надсечки швов и вывернем заготовку. Подготовим вкладыш, внутреннюю часть. Но сначала набьем морду и хвост этой курицы. А затем уже вставим подкладку. Еще одно действие. Подкладку пришьем иголкой с ниткой. Прошьем по спинке и сделаем потайной шов по шее и около хвоста. И остается только обработать открытые срезы. Это можно сделать простой полоской ткани с шириной 4 см. Сначала пришиваем ее к лицевой стороне, затем отворачиваем на изнаночную сторону и прокладываем строчку. И, конечно, нашей курице нужны глаза. Прекрасно подойдут 2 пуговицы. Ну что ж, у нас готова прекрасная грелка на чайник в виде курицы. А если вспомнить сказку, то это не просто курица, а символ Святого Духа, хранителя жизни. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. И чтобы почаще вы всей своей большой семьей собирались на домашние чаепития. Всем мира и добра! Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить мое новое видео. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!